Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад «Поворот судьбы». Давайте узнаем, как видят карты дальнейшее развитие событий. И я делаю этот расклад в июне месяце. Это момент перехода сам по себе. Судьбоносность периода еще и потому, что мы с вами наблюдаем очень много каких-то изменений. Пусть это не рядом с нами происходит, пусть это как-то отдаленно или в нашем окружении, но складываются ситуации, когда нам приходится взаимодействовать по-новому или с обстоятельствами, или с людьми, или еще какие-то события происходят. Ну и плюс то, что вы себе планировали. В итоге порой жизнь похожа на игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Вот давайте с вами узнаем, если мы про поворот судьбы, это перекресток. Перекресток между прошлым и будущим. И поэтому мы не ставим с вами определенных сроков, но с учетом того, что если мы говорим какой-то период до и после. И поэтому первые 6 карт мы достанем таким образом. Первые 3 будут события ближайшего будущего или те вопросы, может быть, или то, что с вами происходит сейчас. То, что не так далеко от сегодняшнего дня или взаимосвязано с тем, что вы решаете сейчас. У кого-то конкретная поездка, у кого-то переезд или принятие очень важного решения, после которого ваша жизнь пойдет в другом ключе. Может быть, правда, сам по себе выбор, мои дорогие, и вы чувствуете вот этот переход какой-то судьбоносный. Может быть, обстоятельства нашей жизни, ведь, по сути дела, это встречаются разные эпохи в этот период. И для вас это будет очень ощутимо, потому что как минимум на последующие 20 лет вы можете изменить свою жизнь кардинально. И пусть вы еще, понятно, не видите в деталях, как будут, точнее, складываться события в дальнейший период. Получится ли у меня или нет, вы можете себе задавать такие вопросы, что-то осуществить. Но вы точно знаете, в каком направлении вы хотите двигаться. Ну, наверное, это самое главное. Жизнь нам преподносит множество экзаменов и каких-то сюрпризов. И когда мы делаем осознанный выбор, это значит, мы переходим на новую, как ступень развития нашей эволюции, можно и так сказать. Итак, события мы спрашиваем ближайшего будущего. 3 карты. То, что взаимосвязано с сегодняшним днем. Достанем 3 карты события отдаленного будущего. У кого-то это может проиграться неделю, 2, месяц, у кого-то до конца 2024 года. В чем риск? Достанем карту на этот период, как видят карты. От чего вы откажетесь сами? Чего вы можете не видеть, что скрыто, и что вам будет помогать? Что же сейчас и в отдаленном ближайшем будущем? Вы с чем-то хотите разобраться. Всегда, когда у нас паж мечей, это я хочу знать правду. И у каждого по-своему. У кого-то это правда по части зарабатывания денег в этой колоде. Вот у нас буквально телец летит почему-то. И правда, планетарно для вас наступает хорошее время для того, чтобы решить многие финансовые вопросы. Это не просто закрыть их, а все то, что связано с финансами или, допустим, имущество, ваш где-то переезд или обустройство дома. В конечном итоге это тоже все к деньгам сводится. Или каким образом к вам приходят деньги. Вот вы можете эти вопросы и вторая половина 2024 года, а для вас это как начало новых энергий. У вас тоже продуктивный период по части финансов. С другой стороны, все-таки мечи. И для кого-то из вас могут совпадать вопросы вашего здоровья. Нам не говорят что-то конкретно. Но, может быть, как обследование. И я хочу знать наверняка, в каком состоянии здоровья объективно. Не так, как я предполагаю, а когда есть у нас уже какие-то на руках обследования, допустим, и мы уже в чем-то убеждены. Или для кого-то из вас, опять же, мечи, вопросы, связанные с оформлениями документов, может быть, судебными разбирательствами.
или какие-то важные согласования. От чего мы отталкиваемся? Правда и ничего, кроме правды. Давайте мы достанем вторую карту, точнее откроем. Хочется быстрее какой-то процесс завершить. Вы уже закрываете в прошлое дверь. Тут действительно что-то судьбоносное, когда даже не хочется оглядываться назад. Но мы ведь спросили ближайшее будущее. Значит, мои дорогие близнецы, теми вопросами, которыми вы, может быть, сейчас занимаетесь, возможно, что-то встало на паузу или не так быстро движется. Все же впереди у нас паж мечей. И мы говорим, есть ничего, кроме правды. Значит, вы действительно с чем-то определились. Вы четко знаете, если прежде даже были сомнения, вот здесь в ближайшем будущем никаких сомнений. Здесь хочется закрыть в прошлое дверь. Все, другого нет. Что еще? Карта победы. Карта победителя. И у вас будет победа, у вас осуществится ваш план или то, к чему вы прикладывали усилия. Карта нам еще говорит также, тебе придется удерживать эту победу. Это не произойдет само по себе. Это, опять же, от ваших приложенных усилий. Но и потом потребует от вас тоже детального контроля. Мы не можем ослабить хватку, иначе все пойдет наперекосяк. Хорошо, отдаленное будущее, мои дорогие. Но вот хотим или нет, а какой-то путь нам придется пройти в одиночку. Конечно, это карта отшельника. Она, с одной стороны, говорит, что и на отдаленное будущее вам никто не мешает. Для кого-то это будет означать, как я хочу выйти из одиночества. У кого-то так. И от ваших правильных мыслей или от того, как вы честны сами с собой, будет зависеть, либо этот ваш план удастся, либо же и действительно какую-то проблему насущную личной жизни вы решите, или же это выход из какого-то сольного варианта, но, по крайней мере, в последующие полгода вы будете личной жизнью, скорее всего, заниматься. Но пусть эта карта говорит отдаленно, и это не для всех, но для кого-то именно в этом контексте проиграется. Паж мечей с отшельником. Когда мне уже что-то, и рядом десятка у нас мечей выпадает, что-то надоело. Надоел мой прежний статус, мои дорогие. Здесь хочется совершенно других побед, других радостей, другого вдохновения, другого качества жизни. Да, для кого-то из вас карта отшельника будет говорить, меня ведь смотрят разные. Кто-то из вас, может быть, диссертацию пишет или какой-то научный труд, книгу пишет. Ну, тут по отшельнику вы можете создать какой-либо шедевр, который в последующем вам будет приносить деньги. Потому что отшельник – это мудрец. Какие-то очень важные, возможно, выводы вы будете делать в дальнейшем сообразно тому, что вы решите теперь. Как-то будут развиваться события, когда вы себя поблагодарите. Или для вас откроются, опять же, новые какие-то возможности, когда вы именно свою идею, задумку и цель можете осуществить. Но карта говорит, надейся сам на себя. Здесь должно быть что-то просчитано. Может быть, есть те вопросы, которые касаются лично вас. Или то, что вы никому не говорите, не рассказываете. Какой-то ваш план. Вы, значит, его будете тоже продолжать. Для кого-то это будет по части занятости, работы, вообще в принципе. Или когда вы поменяете эту работу и будете работать на самого себя. Хотя отшельник не совсем про работу. Это все же у нас дервиш, для которого истина важнее всего. Давайте вторую откроем карту. События могут, знаете как, меняться внезапно, приходить какие-то новости. Может быть, этот период нужно быть наготове к тому, что вы мало что рассчитываете все же сами на себя. И это ведь в отдаленное будущее, у каждого по-своему. Но могут, к примеру, прийти те новости, которых мы не ждем, ворваться в нашу жизнь. Или обстоятельства вокруг вас могут так быстро измениться, открывая, с одной стороны, перед вами возможности, а с другой стороны, это будет какая-то тема, которую вы не сможете отложить на потом. Вот интересно. Давайте я третью карту открою. И нам говорят, а ты, в принципе, тут все произойдет в свое время. Это карта умеренности, старший аркан. У вас два старших аркана. Где-то останавливает
от поспешных, с одной стороны, решений карта отшельника и добавляет этой же темы карта как раз баланса, карта гармонии. Но, мои дорогие близнецы, между ними-то выпадает карта скорости, когда быстрые ваши решения помогают использовать нужный момент. Все же по восьмерке жезлов мы набираем темп. Когда больше оптимизма, когда больше самих по себе возможностей. Или, как, знаете, на руку играют какая-то ситуация вокруг вас, или обстановка, или какая-то новость. И тогда придется куй железо, пока горячо. Держите руку на пульсе. Вот эта победа, которая выпала вверху. Ее действительно придется удерживать и где-то решать вопросы самому, так как видите вы, и ваша позиция будет верна. Где-то будет и турбулентность, когда все закрутится в один момент, и, может быть, один день вам покажется, я сделал больше, чем за целый год. А потом опять какая-то, может быть, пауза или остановка. Цикличность в вашей жизни. И два старших аркана, это нам не говорят, у кого чего это будет касаться, мои дорогие близнецы. В чем риск? Давайте посмотрим. В сомнениях. Ну, для кого-то из вас эти сомнения, все будет зависеть от того, что означает паж мечей. Если мы говорим о том, что вы определяетесь со своей работой, могут быть сомнения, а нужно ли мне на эту работу переходить, или нужно ли мне, допустим, вторичному моему доходу уделять больше внимания, а работу оставить. Или для кого-то из вас вопросы с законом, оформление документов, что-то идет не так быстро, где-то какие-то заминки. И вот, видимо, эта самая цикличность и создает вот эту восьмерку мечей, когда нам говорят: не мешай себе. У тебя все осуществится, если ты не будешь устраивать себе глубокую философию на мелком месте. Вообще, эта карта нас призывает быть реалистом. Нам показана девушка, которая с завязанными глазами. Мы спросили, в чем риск. Нужно быть в конкретном моменте здесь и сейчас. Правильно анализировать, а это как раз про вас, мои дорогие близнецы. Что происходит вокруг? Может быть, какие-то новости, если так или иначе ваши планы или ваша деятельность сопряжена с какой-то внешней обстановкой, перспективой, как будет она развиваться, значит, тоже нужно отслеживать. Если это касается решения денежных вопросов, придется считать буквально. Если это построение карьеры или какой-то труд, который вы выполняете, научный, может быть, даже, то здесь тоже не выпадать из реальности. Вот о чем нам говорит карта. И не устраивать, как я уже сказала, период, когда анализируем прошлые ошибки или как бы что-то из прошлого могло быть или сложиться. Вот от начала до конца будьте реалистами. Давайте мы посмотрим, от чего вы сами откажетесь. Но так или иначе, вот эта победа, я не могу сказать, мои дорогие близнецы, хоть и два старших аркана нам не говорят про конкретную сферу жизни, нам лишь сказали динамику, которая на последующий период, возможно, до конца года, вот будет так перемежаться перед разными энергиями. Что-то вам придется решать самому, где-то вам придется ждать, или спокойное течение жизни. Все-таки у нас одна карта напротив другой. Я предполагала так, что это ближайшее будущее, а то, к чему это придет. Так вот, какая-то победа вас приводит как раз как и к балансу в душе, так и внутренняя какая-то гармония, которая идет в резонанс, в добрый резонанс с окружающей вас обстановкой. У кого-то дела семейные, у кого-то из вас, когда в принципе и дела, и работа, и денежный эквивалент, и дела сердечные, они будут в полном гармонии и балансе. И если мы говорим, от чего вы откажетесь, тройка мечей. Это период, когда глубокое было разочарование. Это когда в прошлом было предательство. Это когда мы из какого-то тупика никак не могли выйти. Мы не могли выйти из собственного лабиринта мыслей, может быть, и так. Поэтому можно только искренне порадоваться, что какие-то разочарования, боль, сложные отношения, предательство. У кого-то у нас расклад начался с пажа мечей, и мы говорим о том, что и дела в суде тоже могут быть. Или последний какой-то аккорд вы в грустной прежней истории ставите. Или эти дела судебные
Они касаются или просто разбирательства, может быть, когда вам через юристов приходится уточнять наверняка некоторые детали. Но вот это все заканчивается, мои дорогие. Вы действительно закрываете в прошлое дверь. Давайте мы с вами посмотрим, что же скрыто. Я не могу сказать, насколько это скрыто, но будут очень важны искренние отношения в целом. Взаимопонимание, дуэт, это карта любви. Будут важны как ваша личная жизнь, так и взаимодействие с социумом, в обществе. Нет того, чтобы от вас кто-то что-то скрывал. И поэтому, если стоит вопрос недоверия, ведь по этой карте люди понимают друг друга без слов. Это скорее вам карта говорит о том, что как минимум есть один человек в вашей жизни, который хотел бы вам помочь. Или это те отношения, когда мы можем друг за друга брать ответственность. И если действительно вы сейчас не в сольном варианте, то тогда следует особо бережно относиться к таким людям. Их мы редко встречаем. А для тех, кто, мои дорогие, один или одна – уделить внимание личной жизни, вот об этом нам тоже говорит карта, потому что карта любви выпадает. Поэтому что скрыто? Любовь скрыта, и вы не должны мимо нее пройти. От этого будет зависеть тоже ваше качество жизни. Что же вам будет помогать, когда вы сделаете окончательный выбор? Может быть, кто-то этот выбор сделал, или будете не раз, опять же, возвращаясь к нижнему ряду карт, да и, собственно, так к верхнему. Посмотрите, паж мечей выпадает, потом десятка мечей, двойка мечей. И это тот жизненный перекресток, когда нам либо направо, либо налево. Мы какой-то путь проделали, и дальше, с одной стороны, вы сами как будто не хотите, быстрее желаете, чтобы какая-то история или ситуация закончилась, но и от того, как вы этот жизненный экзамен пройдете, сдадите, будет зависеть, какие перспективы перед вами откроются. Мы ведь всегда можем сдать на тормоза или подумать, что ну нет, как-то вот то, что до того шло, может быть, оно и не очень меня радовало, но я бы больше предпочел, чтобы это как-то извне ко мне пришли возможности, а я бы мог выбирать и думать, а этот выбор внутри вас. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.